Ну, ребята, наконец-то мы с вами встретились. Я вас приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень очередное интересное блюдо. Я бы сказал, узбекско-китайское блюдо, называется лагман. Лагман уйгурский. Все ингредиенты мы взяли, все будет в описании под роликом. Будет очень интересно. Советую посмотреть. А кому интересна история возникновения лагмана и где он впервые возник, досмотрите до конца ролика. Я вам все расскажу в конце ролика, чтобы не занимать ваше внимание. Кому это интересно, он может это посмотреть. Ребята, еще хочу поблагодарить своих подписчиков от всей души. Большое вам спасибо. Ну, начнем приготовление. Нужно нам раньше нарезать мясо. Мы его замаринуем в соевом соусе и немножко соли. Пусть постоит немножко, примерно минут 15-20, а за это время мы нарежем наши овощи. А какие продукты нам нужны будут, вы увидите под описанием ролика. Ну давайте начнем нарезать наши продукты. Мясо мы сейчас замаринуем в соевом соусе и добавим немножечко соли. На такое количество мяса нам нужна столовая ложка соевого соуса. Ну вот, ребята, мы взяли мясо. Это мы порезали антрекот вдоль. Теперь давайте его порежем на маленькие кусочки, примерно 2 сантиметра. Часть антрекот. Вот с мясом мы закончили. Вот так. Ребята, немножко присолим мясо. И добавим ложку соевого соуса. Вот так вот. Перемешаем и отправим сейчас отдыхать. Мясо нарезали. Теперь мы нарежем наш лучок. Лук мы режем пополам. Четверть кольца. Вот так. Ребята, вы не смотрите, что большой нож, но он очень удобный. Острый и очень удобный. Можно нарезать четверть кольца. Можно нарезать пером. У этого ножа грозного вида очень удобная широкая плоская часть. Видите? Перекладывать резаные овощи. Вот так. Ну, лук мы нарезали, ребята. Для цвета мы взяли 3 разных цвета перца. Но не просто 3 разных цвета, 3 разных вкуса. Это более пряный вкус, это более сладкий вкус. Этот вкус между салатовым, это не зеленый, это салатовый перец, между салатовым и красным. И нарежем красиво на квадратики. Вот примерно вот так вот. Хаотично. И перекладывать в чашу. Посмотрите, какие уже цвета красивые. Мы когда нарежем все наши овощи, мы начнем жарить мясо. Зеленого уже нет, но практически еще встречаются зеленые листики. Посмотрите, вот это цвет осени, ребят. И мы сделаем с вами очень интересный ход. Дайкон я не нашел в магазине, но я воспользуюсь кальраби. По структуре и по вкусу он немного напоминает дайкон и очень хорошо подойдет к нашему лагману. Ребята, это простое блюдо лагман, но очень вкусное. И делать его надо с душой и с любовью. Вот такой вот цвет кальраби мы нарежем так же, как мы нарезали перец. Кальраби мы сначала нарежем на пластины, ребят, для того, чтобы нам было удобно нарезать квадратиками. Как вам будет угодно.
Вы знаете, можно еще тоньше разрезать. И также. Посмотрите, как этот нож режет. Посмотрите. И также. И отправим все к перчику. Вот так. Ребята, морковку мы можем нарезать как на плов. Ну, поставим ее в сторонку, потому что она у нас будет обжариваться вместе с луком. Вот наши помидорчики такие шикарные. Вот такие. Посмотрите, какие красивые помидорчики у нас. То же самое нарежем пополам. Помидорчики можно нарезать мелко, ребят. Потому что мы шкурку не снимаем, тогда пусть они будут нарезаны мелко. Помидоры мы нарезали, ребята. Переместим их в чашу, чтобы они нам не мешали. Вот так. И поставим в стороночку. Сейчас, ребята, мы займемся чесночком. Мы возьмем 5-6 зубчиков чеснока. Количество чеснока хватит. Ну и, ребята, сейчас займемся мы пекинской капустой. Мы снимем пару листиков. Нам нужно листика 4. Раз. Даже 3 достаточно будет. 2. Смотрите, какая красивая капуста. 3. Хватит, да. Мы ее промоем перед тем, как будем нарезать. А потом мы с вами встретимся на нарезке. Значит, желтые листики нам тоже не нужны. Нам нужна только внутренняя белая часть. Давайте мы ее срежем. А листики мы добавим в конце, вместе с зеленью, вместе с кинзой и листиками сельдерея. Это будет очень вкусное блюдо. А белую часть капусты мы будем нарезать наискосок, тоже квадратиками. Вот так, например, чтобы были красивые кусочки. Посмотрите, как будет красиво. Вот так. Ребята, мы делаем 4-5 порций. Этого нам будет достаточно. Ну, специи у нас половину дробленые. Значит, мы взяли вот кориандр в зернах и черный перец у нас в зернах. Перед тем, как будем вмешивать, мы их прокрутим на моей шикарной мельнице. Сделаем наши специи дробленными, свежедробленными. И перекрутим все. И будет у нас красиво. Посмотрите, какая это красота. Посмотрите. Дробленные наши специи. Они и запах дают, и вкус совсем другой, по-другому. Ну, поставим стол. Значит, ребята, мы нарезали все наши овощи. Сейчас их будем соединять в нашем казане. Мы должны раньше нагреть масло. Масло мы будем прогревать вместе с чесночком. Пусть чеснок отдаст все свои ароматы маслу. Мясо немножко жирноватое, я думаю, много масла не надо. Я думаю, масло мы возьмем примерно 50 миллилитров.
Ребята, наше мясо почти готово. Видите, мы немножко просушили его при помощи полотенца бумажного, чтобы не было много влаги в мясе, потому что если мы бросим мясо в раскаленную сковородку, здесь все будет в брызгах. Чем суше мясо, тем меньше брызгов. Вот так. А пока для насыщенного вкуса масла мы обжарим чесночок. Он даст насыщенный вкус маслу. Он немножко прожарится, а даст свой вкус, мы его вынимем и выбросим, он нам больше не нужен. А потом уже чесночок будем добавлять вместе с луком, но перед тем мы будем обжаривать мясо до золотистой корочки. Вот так примерно это выглядит, а запах стоит обалденный, ребята. Вот сейчас он даст свой вкус маслу. Видите, какая красота? Я уже вам говорил по поводу этой шумовки. Она силиконовая и выдерживает температуру до 250 градусов. Так было в крайнем случае написано на коробке. Вот так. Еще немножко будем вынимать чеснок и забрасывать мясо. Если вы хотите придать чесночный аромат маслу при жарке, не жарьте чеснок сильно. Это достаточно. Он отдал свою нежную пряность, свой вкус, и можно вынимать. Если мы его передержим, будет горчинка в масле. А нам это же не надо. Нам надо приятный, мягкий вкус. Вот так достаточно будет. Масло нагрелось достаточно. Видите, можем проверить. Это то, что я говорил. Брызг практически не было, потому что мясо было сухое, не влажное. Вот сейчас, ребята, мы будем жарить мясо до красивой коричневой корочки. Ну, естественно, потом будем забрасывать лучок и чесночок. Ну вот, ребята, мясо постепенно приобретает цвет. Еще 2 минутки. И будем бросать лук. А когда лук станет прозрачный, дадим чесночок, чтобы он не сгорел в масле. Чесночок должен быть уже в луковом соусе. И потом добавим морковочку. Ну, смотрите дальше. Очень вкусно будет, я вам обещаю. А еще я вам предлагаю в этот лагман добавить паприку копченую. Она придаст тот запах костра первобытный. И будет очень вкусно. Ну вот, ребята, на мясе появилась корочка. Мясо зажарилось, закрылось. Будем забрасывать лучок. Лучок. Дадим луку немножко прогреться перед тем, как мы будем размешивать его. Желательно при размешивании, чтобы лучок был внизу. Пусть лук немножко прогреется. Вот лучок прогрелся. Давайте все перемешаем. Запах лучка, чесночка обалденный. Легким движением руки лучок получился внизу. Вот так. Красота. Пусть жарится, не будем мешать. Ребята, специи мы будем бросать в 2 этапа. Первый этап, когда мы будем обжаривать все наши овощи, а второй этап, когда уже почти будет готово. Перед выключением за 10 минут мы бросим остальные наши специи. Так, я думаю, будет более вкуснее. Вот так будет, ребята, очень вкусно. Советую повторить, не пожалеете. Давайте все так оставим. Пусть лучок набирает силу. Становится прозрачным и карамелизируется, а дает свой вкус мясу. О!
Видите, как лучок преображается уже, набирает цвет. А еще, ребята, что я хотел вам сказать. Вы не смотрите названия на мои ролики. Громких названий у меня не будут, но рецепты будут вкусные. Увидите, зайдите и посмотрите. Прокрутите и посмотрите, и увидите, вам очень понравится. В больших количествах я не делаю, у меня маленькая семья, на продажу я тоже не делаю. Ни колбасу, ни пирожки, ни сосиски, не вялю мясо, не вялю рыбу. Это все в семье. Поэтому в больших масштабах готовки у меня не будет. Названия блюд у меня будут простые, так как они называются. Я не буду вам писать, что со мной поделился китайский шеф или итальянский шеф секретами производства или изготовления одного и второго блюда. Я не буду фантазировать. Я просто буду называть блюда своими именами. А вы посмотрите, они будут очень вкусные. Вы посмотрите. Ребята, может быть, мои ролики будут немножко длинные, когда я готовлю блюдо. Но я хочу вам показать этапное приготовление, чтобы вы сделали точно так. И вам очень понравится, я вам это обещаю. Хотите, прокрутите в некоторых местах. Но сам способ обжарки, нарезки, я вам советую посмотреть. Ну вот, ребята, наш лучок зазолотился, карамелизировался. Посмотрите, какой красивый стал лучок. Давайте бросим чесночок. Перемешаем, подождем минут 5 и будем бросать морковку. Морковку. Тоже минут 5-6. Ребята, наша морковка немного размякла. Теперь давайте бросим наши перцы нарезанные и кальраби. Ребята, огонь мы не уменьшаем пока на этом этапе. Мы должны хорошо обжарить наши продукты. Когда нагреются наши овощи, мы добавим томатную пасту. Красиво получается? Какие цвета? Осень. Ну вот, ребята, мы бросили томатную пасту, мы ее немножко обжарим, а потом вмешаем в наше блюдо. Значит, ребята, на этом этапе давайте немножко присолим наше блюдо. Только не забывайте, у нас там есть соевый соус, и немножко мы подсолили мясо по вкусу. Просто присолите, а потом попробуйте. Если не будет достаточно, добавьте соли. Потому что если будет много, уже ничего вы не сможете сделать. Это единственное, что разбавить водой. Ребята, ну лагман, он не должен быть жидкий. Он должен быть густой. Как подлива. Запах уже обалденный. А представьте, если мы еще добавим наши специи. Посмотрите. Половину. Вот так. Больше не хватит, достаточно. Эту половину мы добавим уже непосредственно по окончанию. Перед тем, как будем выключать, добавим эти специи. Прижарили специи. Ну и давайте их вмешаем. Ну, ребят, еще минут 5. Пусть специи немножко подружатся с нашими продуктами. Мы добавим миллилитров 100 воды, поставим маленький огонек и будем томить до готовности мяса и всех остальных продуктов. Обратите внимание, мелко мы не нарезали овощи.
Видите, какая красота? Мы взяли 3 разных цвета перца сладкого. В этих 3 перцах 3 разных вкуса. Сладкий, пряный, а желтый между красным и салатовым. Не путайте, не зеленый, а именно салатовый. Ну, все это прогрелось, протушилось. Давайте добавим наши помидорчики. Давайте их прогреем, чтобы они дали немножко. Тут 3 помидора даст жидкости. Но 100 мл воды надо уже добавить, для того, чтобы специи разошлись хорошо по всей поверхности наших ингредиентов. Это первое. Второе, чтобы все овощи хорошо пропарились вместе с мясом. Это будет под закрытой крышкой, ребята. Вот такая красота у нас получается. Вкуса с томатной пастой и помидор с кислинкой. Давайте добавим немного сахара. Все-таки это восток Китая, уйгурская кухня. Добавим немножко сладкой. И еще одну. Где-то чайную ложечку, не больше. И попробуйте на вкус, конечно. Если вам достаточно, значит больше не надо. Если вы хотите немножко нотку слегка сладковатую, добавьте больше сахара. Нам надо именно для баланса. Ну, ребята, у меня здесь примерно 150 миллилитров кипятка. Добавим кипяченую воду в лагман. Не добавляйте холодную воду, потому что она начнет остывать и опять начнет вариться, а не жариться. Оно должно на этом этапе пока все. Ну и примерно вот так. Можно даже добавить еще водичку. Давайте добавим 200 миллилитров водички. И будем тушить на мелком огне. Ну вот, ребята, мы переставили на маленький огонек. И будем томить наше блюдо до готовности. А пока мы поставим кастрюлю, вскипятим воду и будем варить нашу лапшу. А к лагману подходит паста фетучи. Она сделана с цельнозерновой муки. И вот, ребята, наш лагман медленно томится. Давайте мы бросим такой шикарный большой зеленый острый перчик. Пусть потомится вместе с лагманом и отдаст свой вкус. И в общей сложности мы добавили 500 миллилитров воды. Вот так, ребята, томится наш лагман. Видите, как дышит? Потихонечку дышит. А мы пока этим временем нарежем зелень. Мы взяли кинзу и листья сельдерея. Чем мельче рубить зеленушку, тем лучше. Наш лагман почти готов. Сейчас добавим пекинскую капусту, белую ее часть. Добавили капусту пекинскую. Светлую, белую ее часть, жесткую немножко. Пусть немножко протушится. Минут 5. Потом добавим остатки от пекинской капусты, зеленые и желтые листики, и зелень. Ребята, вот наша капусточка стала аль денте, пекинская. Давайте добавим остальные специи. Добавим остальную капусточку пекинскую.
И вот наша зелень, которую мы нарезали. Все это хорошо размешаем, разровняем. Смотрите, какая красота. Накроем крышкой. Пока приготовится окончательно наш лагман, у нас будет готова лапша. Оп, и накроем крышкой. Еще 3 минуты, и потом выключим огонь. А тем временем поставили воду кипятиться для соуса. Добавим 1,5 ложки соевого соуса. Вот это 1 ложка, а вот это половину, даже 2. Вот так. Достаточно будет. Давайте перемешаем немножко. Ой, обалденный вкус. И закроем крышкой. Оп. Через 2 минуты выключим. А здесь вода кипятится для лапши нашей. И кипятится вода для лапши. Ребята, наш лагман сварился. Мы выключили огонь, закрыли крышечкой. И пусть он настоится и отдохнет. Тем временем кипит наша вода, и мы будем варить наши фетучи. Вот такую пасту фетучи. Помешаем немножечко. И добавим 2 ложечки масла, чтобы она не слиплась. 1. Ну вот, ребята, будем доставать лапшу и делать наш лагман. Смотрите, какая красивая лапша получилась, ребят. Это то, что я вам говорил. Ну вот. Вот так шикарно у нас получается, ребята. Вот такая лапша. Смотрите, какая красивая лапша. Вот такая красота, ребята, у нас получается. Первая порция уходит в цену. Ребята, вот такая красота у нас получилась. Домашние уже попробовали. Сказали, очень шикарно, очень вкусно, очень понравилось. Посмотрите, какая это красота. Посмотрите. И мясо. Я присыпал еще кунжутом. Вообще шикарно. Посмотрите, какие красивые цвета. Ребята, пользуюсь случаем. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Пожелать вам здоровья, счастья, мира и всего самого наилучшего. Кому интересна история лагмана, может продолжать смотреть. Кому нет, всего хорошего, здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Повторяйте мой рецепт. Ваши лайки и ваши комментарии, ребята, дают жизнь моим видео. Продвигают их. Спасибо большое. И получилось, ребята, очень вкусно. Поверьте мне. Посмотрите, какая это красота.